Всем привет! В этом видео я собрала 5 тортов без выпечки. Первым приготовим необычный апельсиновый торт. Готовится просто и продукты самые доступные. Из чего сделан этот торт, очень трудно догадаться. Сначала приготовим апельсиновый слой. В сотейник наливаем 500 мл апельсинового сока. Насыпаем 50 грамм сахара и 45 грамм кукурузного крахмала. Все перемешиваем венчиком до однородности. Я использую покупной апельсиновый сок, но также можно взять и свежевыжатый. Ставим на плиту. Варим апельсиновый пудинг, постоянно перемешивая до загустения и закипания. Когда смесь закипит, варим еще 1 минуту и снимаем с огня. Горячую апельсиновую смесь выливаем в форму. Я взяла силиконовую кексницу объемом 1,5 литра, но можно взять и стеклянную форму или даже миску. Оставляем остужаться при комнатной температуре. Пока застывает апельсиновый слой, готовим следующий молочный слой. В кастрюлю наливаем 1 литр холодного молока. Насыпаем 140 грамм манки, 170 грамм сахара, 10 грамм ванильного сахара и 2 столовых ложки с горкой кокосовой стружки. Все перемешиваем венчиком и ставим вариться. Варим смесь на небольшом огне, при этом постоянно перемешивая, чтобы не было комочков и смесь не пригорела снизу и по бокам. Варим до загустения и закипания. Когда смесь закипит, варим еще 1 минуту и снимаем с огня. Сюда же добавляем в нее 25 грамм сливочного масла и хорошо перемешиваем. Не дожидаясь остывания, примерно половину этой массы выливаем на апельсиновый слой. Все аккуратно разравниваем ложкой. В кастрюлю с оставшимся кремом добавляем 2 столовых ложки какао. Какао обязательно нужно просеять, чтобы не было комочков. Все хорошо перемешиваем. На белый слой выкладываем шоколадную смесь. Все аккуратно разравниваем ложкой. Торту даем остыть до комнатной температуры, а затем все накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник. Торт готов примерно через 3-4 часа. Я его оставила на целую ночь. Торт достаем из холодильника. Аккуратно проходимся по краю ножом, отсоединяя его от формы. Накрываем большим блюдом и переворачиваем. Аккуратно снимаем форму с торта. Торт готов, можно подавать на стол. Торт без выпечки получился очень вкусным, красивым и необычным. В нем отлично сочетается белый сливочный слой с шоколадным, а апельсиновый слой придает этому торту особую кислинку и неповторимый вкус. Манка в торте совсем не чувствуется. Если не знаешь, что она там есть, то и не догадаешься. Испытана на детях. Вторым приготовим легкий торт с мандаринами. Он станет настоящей палочкой-выручалочкой для тех, у кого очень мало времени на готовку, а приготовить домашний тортик очень хочется. 30 грамм желатина заливаем 100 мл воды комнатной температуры. Сразу же перемешиваем и оставляем набухать на 10 минут. Карамелизируем мандарины. Если очень спешите, то этого можно и не делать, но с такими мандаринами будет вкуснее. 4 мандарина разбираем на дольки и убираем белые прожилки. Лучше всего брать маленькие мандарины. На разогретую сковороду кладем 20 грамм сливочного масла и ждем, пока оно растопится. В растопленное масло кладем дольки мандаринов. Насыпаем 1,5 столовых ложки сахара. Все аккуратно перемешиваем силиконовой или деревянной лопаткой. Мандарины карамелизируем на среднем огне до полного растворения сахара. И после этого еще держим на огне примерно 1-2 минуты. Карамелизированные мандариновые дольки снимаем со сковороды и даем им остыть. В миску кладем 400 грамм творога, 10 грамм ванильного сахара, 5 столовых ложек сметаны. Всего понадобится 700 мл сметаны. И примерно половину сахара. Всего для торта понадобится 200 грамм сахара. Измельчаем погружным блендером до однородной творожной массы. В отдельную миску выливаем всю оставшуюся сметану и добавляем оставшийся сахар. Сметану с сахаром перемешиваем миксером на низкой скорости до растворения сахара. Соединяем сметану с сахаром и подготовленную творожную массу. Опять все перемешиваем миксером.
Желатин уже набух. Растапливаем его в микроволновке импульсами по 10-15 секунд. После каждого раза перемешиваем ложкой. Его нужно разогреть примерно до 50 градусов. Растопленный желатин вливаем небольшими частями в сметано-творожную смесь. После каждого раза перемешиваем. Сразу весь желатин не стоит вливать, так как могут появиться нерастворившиеся частички желатина, и масса загустеет неравномерно. В сметано-творожную массу кладем карамелизированные дольки мандаринов. Примерно 10 долек оставляем для украшения. Все перемешиваем. Подготовленную массу заливаем в любую форму. Я взяла форму для выпечки кекса, также можно взять миску или любую другую форму для выпечки. Ложкой мандарины равномерно распределяем по торту. Сверху форму накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник застывать на 2 часа, а лучше дольше. Форму с застывшим тортом ставим в горячую воду на 15 секунд. Накрываем тарелкой и переворачиваем. Сверху торт посыпаем кокосовой стружкой и украшаем карамелизированными мандаринами. Сметано-творожный торт получился очень вкусным и нежным, а особую изюминку этому торту придают карамелизированные дольки мандаринов. И что немаловажно, торт готовится очень просто и быстро. Третьим приготовим вафельный торт без выпечки. Такой торт всем очень хорошо знаком с детства. Готовили его по-разному, каждый вносил свою изюминку в этот торт. В этом видео я предлагаю свой вариант вафельного торта. Сначала приготовим крем. Берем 200 грамм мягкого сливочного масла, нарезанного кусочками, и кладем его в миску. Масло взбиваем миксером примерно 3-4 минуты до бела. Ко взбитому маслу добавляем 1 400-граммовую банку вареной сгущенки в 2 подхода. После каждого хорошо взбиваем миксером. Сгущенку берите качественную, в составе которой только 2 ингредиента – молоко и сахар. Крем готов, складываем торт. Кладем в вафельный корж и смазываем его приготовленным кремом. Слой крема должен быть достаточно тонкий. Для того, чтобы убрать излишки крема, удобно пользоваться кулинарным шпателем. На корж с кремом опять кладем вафельный корж и снова смазываем кремом. Так складываем весь торт. Для этого торта мне понадобилось 9 вафельных коржей диаметром 22 см. Готовый торт накрываем доской и ставим небольшой груз. Так оставляем торт настаиваться при комнатной температуре, чтобы он выровнялся и хорошо пропитался. У меня торт в таком виде простоял ночь. Готовим крем для украшения торта. 100 грамм белого шоколада кладем в мисочку и наливаем примерно 20 мл молока или сливок. Все ставим в микроволновку и растапливаем по 10-15 секунд несколько подходов, пока не растопится шоколад. После каждого нагрева вынимаем из микроволновки и перемешиваем. Будьте внимательны, не перегрейте шоколад, иначе он может свернуться. Растопленному шоколаду, если нужно, даем немного остыть при комнатной температуре. Шоколадная глазурь должна получиться достаточно густой, чтобы не стекать с торта. 30 грамм грецких орехов нарезаем ножом на мелкие кусочки. Приготовленной шоколадной глазурью смазываем торт. Сверху торт посыпаем измельченными орехами. Готовый торт разрезаем на порционные куски и подаем на стол. Вафельный торт получился очень вкусным, и его легко готовить. Такой торт сможет приготовить каждый. Обязательно приготовьте такой торт своим родным и близким. Он станет прекрасной альтернативой магазинным покупным тортам. Следующим приготовим кокосовый торт без выпечки и без желатина. Приготовление очень простое и не вызывает никаких трудностей. Торт получается вкусным и необычным, выглядит красиво и аппетитно. Готовится быстро, главное дождаться, пока застынет. В кастрюлю насыпаем 1 стакан манки, это 180 грамм. Также насыпаем 150 грамм сахара и 50 грамм кокосовой стружки. Сюда же наливаем 1 литр молока. Все перемешиваем венчиком до однородности. Молоко должно быть холодное или комнатной температуры.
Кастрюлю ставим на огонь. Все варим на среднем огне. Обязательно постоянно перемешиваем, чтобы не образовались комочки. Когда масса загустеет и закипит, варим еще 1 минуту и снимаем с огня. Форму, в которой будем готовить торт, нужно перед заливкой намочить. Наливаем в нее воду, ополаскиваем и сливаем. В подготовленную форму выливаем заварную смесь. Выливать ее нужно сразу же, пока она еще более-менее жидкая. По мере остывания она будет густеть. Равномерно распределяем ее по форме. Объем моей формы 2 литра. В горячую заварную массу вставляем печенье. Я использую шоколадное песочное печенье, но также можно взять и белое. Всего понадобится 200 грамм печенья. Торту даем остыть при комнатной температуре, а затем накрываем крышкой или пищевой пленкой и ставим в холодильник застывать примерно на 3-4 часа. Торт застыл, достаем его из холодильника. На форму кладем блюдо и переворачиваем торт. Готовим шоколадную глазурь для торта. В сотейник насыпаем 4 столовых ложки сахара и 3 столовых ложки какао. Все перемешиваем в сухом виде, чтобы потом не было комочков. Сюда же наливаем 100 мл молока. Опять перемешиваем. Все ставим на огонь. Постоянно перемешивая, доводим смесь до кипения и снимаем с огня. Глазури даем остыть при комнатной температуре примерно до 40-50 градусов. Периодически ее перемешиваем, чтобы не образовалась корочка сверху. К остывшей глазури добавляем 100 грамм сливочного масла. Опять перемешиваем. В горячую глазурь не стоит добавлять масло, так как будете дольше ждать, пока она застынет. Приготовленной глазурью поливаем торт сверху. Торт готов, можно подавать на стол. Торт без выпечки получился очень нежным и вкусным. Готовится просто из самых обычных продуктов. Пятым приготовим торт без выпечки с бананами. Очень вкусный и красивый. Его под силу приготовить каждому. 3 банана нарезаем небольшими кусочками. Бананы перекладываем в миску. К ним разбиваем 2 яйца. Насыпаем 25 грамм какао и добавляем 30 грамм сгущенного молока. Сгущенное молоко можно заменить сахаром. Все взбиваем погруженным блендером до однородной массы. Наливаем 300 мл молока. Все перемешиваем. В приготовленную смесь насыпаем большую часть муки и 10 грамм разрыхлителя. Все перемешиваем. Всего понадобится 240 грамм муки. Затем насыпаем остальную часть муки. Перемешиваем. Тесто должно быть однородным и без комочков. Готовое тесто наливаем на разогретую сковороду.
Сковороду ничем не смазываем. Равномерно его распределяем. Для одного блина понадобится примерно 1,5 половника теста. Все накрываем крышкой и готовим на маленьком огне примерно 4 минуты с одной стороны. Спустя 4 минуты переворачиваем блин на другую сторону. Опять накрываем крышкой и готовим еще примерно 4 минуты. Таким методом готовим все блины. Диаметр моей сковороды 24 сантиметра. Из этого количества теста у меня получилось 7 блинов. Готовим заварной крем. В сотейник наливаем 500 мл молока и ставим на небольшой огонь. Пока закипает молоко, готовим остальные ингредиенты. 2 яйца разделяем на белок и желток. Нам понадобится 2 желтка. К желткам насыпаем 90 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара. Все перемешиваем венчиком. К этой смеси насыпаем 3 столовых ложки муки и 2 столовых ложки крахмала. Все немного перемешиваем и наливаем часть горячего молока. Все перемешиваем до однородности. Молоко к этому времени достаточно сильно нагрелось, но еще не закипело. Сюда же выливаем все оставшееся молоко. Опять перемешиваем. Получившуюся массу переливаем обратно в сотейник и ставим на плиту. Варим на маленьком огне, постоянно перемешивая. Перемешивать нужно обязательно, чтобы крем не пригорел и не появились комочки. Когда крем закипит, варим еще примерно 1 минуту и снимаем с огня. Заварной основе даем полностью остыть. Периодически ее перемешиваем, чтобы не образовалась сверху корочка. Заварная основа остыла. В миску кладем 200 грамм мягкого сливочного масла. Я его предварительно примерно за 1 час достала из холодильника. Масло взбиваем миксером до побеления, примерно 1-2 минуты. Сюда же в масло частями добавляем уже остывшую заварную основу. После каждого раза немного взбиваем. Если заварная основа недостаточно остынет, то масло будет таять и не получится стабильный крем, который держит форму. Заварную основу можно приготовить заранее, перед тем, как готовить блины. Она за это время уже успеет остыть. Крем готов, складываем торт. На блюдо кладем первый корж и смазываем его приготовленным кремом. Сверху кладем второй корж и опять наносим крем. Таким методом складываем весь торт. Часть крема оставляем для украшения торта сверху. Торт уже сложили. Оставшимся кремом обмазываем бока торта и немного их выравниваем. Наверх торта тоже наносим крем. Сверху все посыпаем кокосовой стружкой. Торт ставим в холодильник настаиваться на 2 часа. Я поставила на целую ночь. Торт без выпечки получился красивым и очень вкусным. Нежный крем и мягкие коржи отлично сочетаются между собой. Такой торт удобно готовить тогда, когда нет духовки. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно и несложно.
Если вам понравились такие торты без выпечки, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.